Да, давайте начнем с жалоб. Что вас беспокоит? Боль в грудном отделе позвоночника, в поясничном, частые головные боли. Частые головные боли. Давайте начнем боль грудной поясничный отдел. Как часто? После работы, когда очень долго в одном положении находишься, и иногда бывает так, что утром просыпаюсь. То есть у нас бывает утром, бывает после долгого статического положения. А если походите? Не меняется. Если болело, так и болит. Если болело, так и. То есть это не помогает и не ухудшает? Нет. И не ухудшает. А если какую-то нагрузку дадите физическую, я не знаю, там. Становится еще хуже. Еще хуже. Хорошо. То есть мы понимаем, что она к положению сидя не адаптирована, то есть у нее статика не работает. Есть какие-то слабые мышцы, которые не стабилизируют нормально тело. Вот вывод такой. И как давно это болит? Лет 5 уже, наверное. Лет 5. Сами с чем-то связываете? Образ жизни. Образ жизни. Хорошо. Ладно. Так, какие у вас были травмы, начиная с самого детства? Травм не было. Какие-нибудь, может быть, санки, коньки, лыжи, что-то, качели, горки? Ничего такого не было. Ожоги, обморожения? Нет. Операции какие-то были? Не было, да? Зубы лечили, удаляли? Лечила обычный кариес, удаления не было. Удалений не было. Брекет-систему не носили. Нет. Сейчас мы немножко вас протестируем. Вставайте сюда. Ко мне повернитесь боком, я сначала посмотрю. Правое плечо выше. Немножко короткая шея. Я просто такой анализ визуально сделаю. Ручку вперед. Я буду на нее давить, вы сопротивляетесь. Держу. Опускаю. Держу. Опускаю. Так, у меня унесли полоски. Тогда я буду делать так. Я буду нос немножко вверх поднимать. Нос вверх. Держу. Слабеет. Хорошо. Нос вверх. Держу. Слабеет. Тонус неплохой. Теперь я посмотрю флексоров. Теперь я посмотрю экстензоры. Я на вас, вы на меня. Хорошо. Да. Хорошо. Присядем. То есть стоя, в принципе, ей неплохо. Сейчас она нагрузит таз. Если это дисфункция таза, то сигнал возрастет. И мы посмотрим снова, что поменяется. Руку вперед. Держим. Слабеет. Держим. Чувствуете, да? Угу. Держим. То есть она когда садится, вы когда садитесь, у вас натягиваются связочки, сигнал в них возрастает. И возрастает настолько, что нервная система немножко выключает мышцы. И сейчас вы сидите в гипотонии, и в таком положении долго вы не можете сидеть. То есть вам лучше работать стоя. Так вот если. Но мы сейчас проверим, с чем это связано, и как бы найдем причину и полечим. Держим. Гипотония. Я протру КПС, крестово-подвздошного сустава. Держим. И усиливается. Я знаю, что это как-то связано с крестово-подвздошным суставом. Я не знаю, с каким. Я буду по очереди их сначала один протру. Держу. Сильная. Сейчас пройдет время. Держу. Опять гипотония. Другой протру. Держу. Причем оба КПС. Да. Значит, скорее всего, один первичный, второй вторичный. Это дисфункция таза, скорее всего, суставная, капсульный гольджи. Я сейчас постимулирую оба КПС, сделаю ВТР, держу. И все. И я коротко полечил. Просто я нашел как бы причину, я полечил, но я нашел промежуточную причину этого состояния. Держу. Теперь голову влево-вправо. Мы будем создавать какие-то нагрузки в разных регионах и смотреть. И это приходит на таз. То есть мы знаем, что таз связан с этим. То есть проблема вашего невозможности сидеть и неадаптированности к положению сидя связана с головой. Потому что, смотрите, я еще раз, я уже знаю, я как бы две кнопки знаю, я как бы их нашел, пролечил. Держим. Тонус восстановился. Но как только она что-то сделает, давайте в ту сторону поверните и обратно. Держит в эту сторону и обратно. И слабеет. То есть, скорее всего, с этой стороны что-то есть. Какая-то дисфункция. Окей. Тогда мы будем просто перебирать все подряд. Держу. Держу.
Я просто здесь прижму, держу. Здесь прижму, держу. Шею прижму, держу. Держу. Усиление здесь. Чувствуете, да, усиление? То есть, возможно, а про роды про свои знаете что-нибудь? Были затяжные, долгий безводный период. Шарфики любите носить? Нет. А водолазки? Нет. У нее есть рецептор, скорее всего, грубого прикосновения здесь, который возбужден. И поэтому шарфики ей не нравится носить, потому что когда она одевает здесь, у нее сигнал повышается, и она автоматом хочет снять. Ну, то есть это такое, она не знает, почему она не хочет носить. Ощущение, как будто не душит. Да, как будто в душе. То есть, еще раз, смотрите, слабость. Прижимаю шею здесь, держу. Сила. Мы достаточно быстро перешли от жалоб сидя к какой-то причине. Мы это пролечим, и, скорее всего, у вас таз будет нормально, и у вас мышцы тонизируются и перестанут болеть. Мы можем посмотреть другие мышцы, но, в принципе, они все будут сейчас у вас слабые. Можем посмотреть вот эти мышцы зубчатые. Держим. То же самое. Придавлю. Хорошо. Это очень частая история, когда обвитие пуповины у детей или что-то в родах, какое-то раздражение, которое нервная система восприняла как травму, и потом выстраивается какая-то адаптация. И можно посмотреть по ее грудной клетке, что она немножко как бы вот собрана, как бы оберегает зону шеи. Полечим? Полечим. Хорошо, давайте встанем. Я сейчас в положении стоя еще мы проверим все. Снова ручку вперед, удерживаем. В положении стоя она встала, у нее нормально. То есть она разгрузила таз, у вас как бы сигнал уменьшился. Но если я буду раздражать эту зону, одену шарф и пойду гулять, держу. Нервная система говорит, мне так не нравится, сними срочно шарф. То есть вот смотрите, я сейчас вам сделаю тут раздражение, много раздражения, столько, что у вас мышца станет слабой. Слабая. И если я здесь буду пощелкаю, чувствуете, да? Меняется тонус. Держу. Прямо огонь. Руку вперед. Держим. И сейчас мышца не становится слабой. Чувствуете? Да. И эта мышца. Держим. Огонь вообще. Голову влево-вправо. Прямо. И никакая провокация не выводит ее из равновесия. Ну хорошо, вот такая вот история у вас. То есть у вас есть значимая проблема со времен родов, скорее всего. Ну, может быть, тут какая-то травма была, про которую вы не помните. Это, может быть, было детство, может быть, это было в родах. Поэтому она не носит шарфик, поэтому не носит водолазки, потому что нервная система против этого. Мы сейчас этот рефлекс убрали. Сейчас можете носить шарфик и водолазки. Спасибо.